Слух, который все пытались игнорировать, оказался правдой. Тэхён и Чингук наконец нарушили молчание, и то, что они рассказали, шокировало фанатов по всему миру. Это больше не домыслы. Это меняет все. Месяцами слух жил в тени, его шептали в комментариях, намекали на него во время приостановленных прямых трансляций, фанаты анализировали его покадрово, не давая ему затихнуть. Каждый взгляд, каждая улыбка, каждый момент тихой близости между Тэхёном и Чингуком превращались в доказательства. И все же, как бы громко ни раздавался этот шум, они молчали. До сих пор это произошло неожиданно. Никакого драматического обратного отсчета, никакого загадочного тизера, просто простой момент, который казался чем угодно, только необычным. Прямая трансляция началась как обычно, непринужденно, спокойно, почти слишком обыденно. Тэхён удобно расположился, его выражение лица было расслабленным, но нечитаемым, а Чингук наклонился чуть ближе, чем обычно, их плечи почти соприкасались. Фанаты сразу почувствовали это, что-то изменилось. Чат взорвался, сердечки заполонили экран быстрее, чем кто-либо мог прочитать. Сначала они не стали комментировать слухи. Они говорили о музыке, о воспоминаниях, о долгом пути, который они прошли вместе. Но за каждым словом скрывалось напряжение, которое казалось намеренным, словно они медленно вели всех к чему-то, чего больше нельзя было избегать. Затем Тэхён сделал паузу. Она была короткой, всего секунду, но тишина ударила сильнее любого заявления. Чингук взглянул на него, не удивленный, не нервничающий, просто спокойный. Спокойный. Как будто они уже договорились, что этот момент неизбежен. Было много разговоров, наконец сказал Тэхён спокойным, но твердым голосом. Мы это видели. Чат замер. Чингук кивнул. Мы молчали, потому что нам нужно было время. Не потому, что слухи не имели значения, а потому что это не то, что можно объяснять легкомысленно. Фанаты затаили дыхание. Они ничего не подтвердили прямо. Они не дали этому название, не определили, не дали интернету того четкого ответа, которого он всегда требует. Вместо этого они говорили о доверии, о совместном взрослении, о том, как снова и снова выбирали друг друга, даже когда мир их не понимал. Что реально, тихо добавил Чингук, не исчезает только потому, что люди говорят. Этого было достаточно. Через несколько минут видеоролики распространились по социальным сетям. Заголовки кричали, что Тэхён нарушил молчание. Фанаты разделились во мнениях. Одни были ошеломлены, другие растроганы, третьи просто обрадовались, что ожидание закончилось. Не потому, что слухи подтвердились или нет, а потому, что правда наконец-то стала понятной. Это было не откровение, призванное шокировать. Это был момент, который нужно было прочувствовать. И когда прямая трансляция закончилась, стало ясно одно. Что бы мир ни думал, что знает раньше, он никогда больше не будет видеть Тэхёна и Чингука прежними глазами. Молчание исчезло, и после этого ничто не осталось прежним. Прямая трансляция закончилась, но эффект не исчез. За считанные секунды ленты новостей обновлялись быстрее, чем кто-либо мог за ними угнаться. Короткие видеоролики, замедленные моменты, пристальные взгляды. Все было повсюду. Фанаты пересматривали тишину чаще, чем сами слова. Эта пауза, этот взгляд, это тихое взаимопонимание между Тэхёном и Чингуком, которое никакие заявления не могли полностью объяснить. Важно было не то, что они говорили, а как они это говорили. Спокойствие Тэхёна казалось намеренным, почти защитным. Присутствие Чингука рядом с ним не ослабевало ни на секунду. Никакой дистанции, никакого колебания, только близость, которая казалась выбранной, а не случайной. Внутри фандома столкнулись эмоции. Некоторые фанаты плакали не от шока, а от облегчения. Другие сидели тихо, осмысливая увиденное. А были и те, кто понял нечто важное. Речь шла не о том, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи. Речь шла о двух людях, наконец-то взявших под контроль свою собственную историю. За кулисами, вдали от камер и комментариев, атмосфера была другой. В
комнате было тихо, но не тяжело. Тэхён медленно выдохнул, словно задерживал дыхание годами. Чингук первым нарушил молчание. «Мы сделали это», — сказал он не с гордостью, не драматично, а искренне. Тэхён кивнул. «Мы сказали достаточно». Они оба знали, что мир продолжит говорить. Он всегда так делает. Но впервые этот шум казался далеким, управляемым, менее мощным, чем прежде. Позже той ночи в сети появилась единственная фотография. Без подписи. Без объяснений, просто они вдвоем сидят рядом, плечами соприкасаясь, лица расслаблены так, как фанаты давно не видели. Это не было постановочным. Это не было рекламой. Это выглядело естественно. И именно это вызвало взрыв эмоций. Тысячи комментариев хлынули потоком. Некоторые благодарили за честность, другие извинялись за домыслы. Многие просто повторяли одно и то же снова и снова: «Теперь мы это чувствуем». Потому что то, что сделали Тэхён и Чингук, не было драматичным. Это было смелым поступком. Они не дали миру ответов. Они дали ясность. И по мере того, как ночь проходила, а интернет продолжал гудеть, одна истина тихонько осела среди хаоса. Нарушение молчания не было концом истории. Это было началом новой. Утро наступило тихо, но мир за окном не успокоился. Тэхён проснулся. Его телефон уже вибрировал, сообщения бесконечно накапливались, уведомления сливались одно с другим. Он не стал сразу открывать их. Вместо этого он уставился в потолок, позволяя осмыслить события прошлой ночи. Они переступили черту, которую уже нельзя было отменить, и почему-то это казалось правильным. В другом конце комнаты Чингук сидел у окна, медленно пролистывая ленту, не читая все подряд, а лишь пытаясь понять тон. Шок, поддержка, замешательство, любовь, столько любви. Он оглянулся на Тэхёна и слабо улыбнулся. «Они шумят», — сказал Чингук. Тэхён тихо рассмеялся. «Они всегда такие». Но на этот раз шум был другим. Менее навязчивым, менее угрожающим. Потому что на этот раз он не был основан на догадках, а на том, чем они решили поделиться. Позже в тот же день их имена снова попали в тренды. Не из-за скандала. На мгновение фанаты пересматривали прямую трансляцию не для того, чтобы искать скрытые смыслы, а чтобы снова почувствовать это: честность, сдержанность, взаимное уважение. Даже СМИ с трудом могли это преподнести. Не было ничего взрывоопасного, что можно было бы разоблачить. Никаких неосторожных признаний, просто два человека с достоинством провели черту. Инсайдеры индустрии шептали, что этот шаг был рискованным. Но фанаты знали лучше. Это не было безрассудством. Это была зрелость. И в последующие дни Тэхён и Чингук стали появляться вместе более открыто, не громче, не преувеличенно, просто присутствовали. Общий смех здесь. Знакомый взгляд там. Никаких объяснений, никаких заявлений. И, как ни странно, это сделало все яснее. На репетиции кто-то осторожно спросил: «Ты в порядке?» Чингук ответил, не задумываясь: «Да, лучше, чем раньше». Тэхён ничего не добавил. Ему это было не нужно. Он просто стоял рядом с ним достаточно близко, чтобы сообщение говорило само за себя, и фанаты это заметили. Изменения в монтаже. Комментарии смягчились. Теории сменились одобрением. Люди перестали спрашивать, что они скрывают, и начали говорить «спасибо за доверие». Один твит фаната стал вирусным: они нарушили молчание не для того, чтобы шокировать нас. Они сделали это, чтобы дышать. В ту ночь, когда свет погас и расписание наконец-то остановилось, Тэхён посмотрел на Чингука и сказал то, что, как он понял, сдерживал в себе годами. «Я рад, что мы больше не убегали». Чингук кивнул. «Я тоже». За окном мир продолжал говорить. Но внутри их общей тишины что-то успокоилось. Слухи были громкими. Тишина была тяжелее.
Но правда, сказанная тихо, на их собственных условиях, наконец-то стала доступной. Время шло, но не так, как ожидали оба. Хаос не исчез в одночасье. Заголовки по-прежнему искажали слова. Старые видеоролики всплывали с новыми подписями. Некоторые голоса все еще звучали громко, все еще требовали ясности, ярлыков, подтверждения. Но что-то изменилось под всем этим. Тон больше не был голодным. Он стал слушать. Во время их следующего публичного выступления атмосфера казалась непривычной, не напряженной, не оборонительной, а просто осознанной. Камеры, конечно, следовали за ними, но не было внезапной попытки разлучить их. Никакой натянутой дистанции. Когда Тэхён естественным образом замедлил шаг, Чингук, не задумываясь, последовал его примеру. Когда Чингук засмеялся, улыбка Тэхёна появилась чуть позже, не фильтрованная, не принужденная. Фанаты сразу это заметили, не потому что это было драматично, а потому что это не было драматично. В какой-то момент Чингук задел рукав Тэхёна, когда они уходили со сцены. Это был небольшой жест, почти неосознанный, но толпа отреагировала мягкой волной звука, а не шоком. Не криками, не вздохами, а теплом. Позже тем вечером Тэхён просматривал сообщения, присланные фанатами. «Мы больше не просим. Не торопитесь. Мы просто хотим, чтобы вы были счастливы». Он дольше всех задержался на одном комментарии. «Спасибо, что доверили нам свое молчание и свои слова». Он передал телефон Чингуку, ничего не говоря. Чингук прочитал его, а затем медленно выдохнул. «Они понимают», — сказал он. Тэхён кивнул. Они всегда понимали. Мы просто боялись в это поверить. Это была правда. Страх был вызван не самим слухом. Он был тяжестью осознания того, что тебя слишком явно видят, что ты человек в мире, который предпочитает тайну честности. В тихий момент между выступлениями Чингук тихо, почти про себя, сказал: «Мы не дали им ответов». Тэхён посмотрел на него. «Нет, мы дали им себя». В тот вечер всплыла еще одна фотография, не опубликованная компанией, не отполированная, не продуманная, просто отражение в темном окне. Два силуэта стоят близко. Снова без подписи. И на этот раз никакого хаоса, только сердце, только понимание. Просто коллективный выдох фанатов, которые ждали не подтверждения, а мира. Слух, который когда-то кричал по всему интернету, постепенно утратил свою силу, потому что слухи живут в тишине. И Тэхён и Чингук наконец-то заговорили не громко, не драматично, а правдиво, и впервые мир не потребовал большего. Он молчал вместе с ними. Тишина вернулась, но на этот раз она не была тяжелой. Она казалась заслуженной. В последующие недели Тэхён и Чингук с легкостью, которой раньше не было, справлялись со своими графиками. Не потому, что мир перестал наблюдать, а потому, что они перестали вздрагивать. Взгляды больше не были направлены на камеры. Паузы больше не казались продуманными. Осталось лишь что-то устойчивое, тихое, уверенность, рожденная наконец-то тем, кто стоял там, где они решили стоять. Во время поздней ночной репетиции комната была почти пуста. Музыка тихо отдавалась эхом, пока Чингук регулировал микрофон, рассеянно напевая. Тэхён сидел на полу неподалеку, наблюдая без спешки, без давления. «Знаешь», — внезапно сказал Чингук, — «люди постоянно спрашивают, когда мы скажем что-нибудь еще». Тэхён слабо улыбнулся. «И я не чувствую, что мы им что-то еще должны». Тэхён встретил его взгляд. «Мы уже сказали самое сложное». Это была правда. Самое сложное было не говорить. Это было решение больше не прятаться. Фанаты тоже это почувствовали. Контент стал менее напряженным. Монтаж стал мягче. Вместо теорий появились подборки утешительных моментов, совместного смеха, тихой поддержки, лет совместного взросления, переосмысленных не как подсказки, а как история, нечто священное. Однажды вечером, когда дождь тихо стучал по окну, Тэхён снова заговорил.
Раньше я думал, что молчание означает защиту. Чингук выслушал. Но теперь, продолжил Тэхён, я думаю, что молчание работает только тогда, когда оно выбрано, а не навязано. Чингук кивнул. И теперь мы можем выбирать. Им не нужно было ничего обещать. Никаких заявлений, никаких сроков, никаких объяснений, призванных успокоить публику. Важное уже было понятно. За пределами интернета все продолжалось, как обычно. Новые слухи, новые заголовки, новый шум. Но на этот раз их имена не преследовали вопросы. За ними следовало уважение. И в этом тихом пространстве между тем, что было сказано, и тем, что никогда не нужно было говорить, Тэхён и Чингук нашли нечто редкое. Не подтверждение, не одобрение, а мир. Слух когда-то требовал ответа. Но вместо этого они получили нечто гораздо более мощное, два человека, выбравшие честность на своих собственных условиях. И этот выбор прозвучал громче, чем любой заголовок. Мир не пришел с фейерверками. Он пришел тихо, почти незаметно, проникнув в те места, где раньше обитала тревога. Графики продолжали действовать. Репетиции затягивались до поздней ночи. Перелеты сливали города в одно целое. Но что-то фундаментальное изменилось. Ни один из них больше не чувствовал необходимости готовиться. Мир мог смотреть. Мир мог говорить. Они уже перешли ту точку, где страх диктовал их шаги. Во время зарубежной поездки они нашли редкий момент уединения на балконе отеля. Огни города мерцали внизу, как далекие звезды. Тэхён прислонился к перилам, позволяя прохладному воздуху успокоить его мысли. «Ты когда-нибудь думаешь о том, как долго мы это терпели?» — спросил он. Чингуку не нужны были пояснения. Все время. Ни слухи, ни давление, ни постоянное осознание того, что каждое движение может стать заголовком. Каждое молчание воспринималось как вина. Каждая улыбка превращалась в предположение. Они скрывали не столько секрет, сколько несли на себе груз ответственности. «Я думал, что как только мы заговорим, — признался Чингук, — все взорвется». Тэхён взглянул на него. Вместо этого все смягчилось. Они постояли так мгновение, прислушиваясь к дыханию города. Фанаты начали замечать эти изменения более тонко. Не через грандиозные жесты, а через то, насколько расслабленно они выглядели вместе, как легче им было смеяться, как молчание перестало быть избеганием, а стало выражать комфорт. Несколько дней спустя на фан-встрече кто-то поднял плакат с надписью «Вы не обязаны нам ничего объяснять. Спасибо, что все равно нам доверяете». Тэхён увидел это первым. Его выражение лица замерло не от шока, а от эмоций, которые он не пытался скрыть. Чингук заметил это и проследил за его взглядом. На мгновение они оба склонились не перед камерами, а перед чувством. Этот момент распространился быстрее, чем любой слух. Потому что это не было сенсацией, это было искренне. За кулисами Чингук тихо рассмеялся. «Теперь они нас защищают». Тэхён кивнул. «Мы защищаем друг друга». В тот вечер, когда они собирались уезжать, они обменялись последним тихим взглядом. Слова были не нужны. Предстоящий путь простирался перед ними, полный света, камер и ожиданий, но впервые он казался преодолимым. Вместе. Слух, который когда-то грозил определить их судьбу, исчез, уступив место чему-то более сильному, их правде, прожитой открыто, бережно разделенной и полностью принятой. И в этом общем спокойствии Тэхён и Чингук шагнули вперед, готовые ко всему, что их ждет.